Всем привет! В этом выпуске мы прогуляемся по пляжу Клеопатры, посетим пещеру Дамлаташ и музей Алании. Дорога на пляж ведет через парк, который расположен в непосредственной близости к морю. Парк чистый, деревья спасут от палящего солнца в жару. Из обитателей есть рыбки и кошачий парк с огороженной территорией. После парка мы попадаем на самый популярный пляж Алании – пляж Клеопатры. Пляж засыпан мелкой галькой и отличается заходом в море. Ближе к горе вход плавный по песочку, дальше от горы вход через плиты. Переодевалки и душевые бесплатные, туалет платный, стоит около 3 лир. На пляже можно разместиться со своими вещами или за напиток занять лежак. Можно приобрести шатер. Со стороны пляжа Клеопатры можно посетить пещеру Дамлаташ. Вход в пещеру стоит 15 лир. Приключение совсем небольшое, но в самой пещере много сталактитов и сталагмитов. Название Дамлаташ состоит из двух слов. Дамла – капля, таш – камень, и переводится с турецкого как необработанный драгоценный или полудрагоценный камень, или сталактит. Пещера была обнаружена в 1948 году во время работ по строительству порта. В этом месте находилась каменоломня, и после взрыва, произведенного с целью получения камня для строительства паромного причала, открылся вход в пещеру. Внутри нее были найдены сталактиты и сталагмиты необыкновенной красоты. Пещера была взята под охрану, и ее начали исследовать. Дамлаташ находится в 100 метрах от берега моря. На входе в пещеру узкий проход длиной 50 метров, который выводит в цилиндрическую полость. Внутри пещеры можно увидеть фантастические образования разноцветных сталактитов и сталагмитов, возраст которой насчитывает 15 тысяч лет. Основное место их скопления – полость шириной 13-14 и высотой 15 метров. Пещера имеет 2 этажа. Пещера оборудована лавочками, возле которых есть небольшой проход, можно на корточках пройтись немного вперед. Ее общий объем составляет 2500 кубических метров. Температура в пещере постоянно держится на отметке 22-23 градуса Цельсия. Влажность составляет более 90-98%. Анализы воздуха показали, что он содержит в 10-12 раз больше диоксида углерода по сравнению с обычным воздухом. По дороге на пляж в Алании есть археологический музей, который стоит 15 лир, и он достаточно интересный. Даже в жару находиться там комфортно, так как первая половина экспозиции находится под открытым небом среди деревьев, а самая интересная часть находится внутри здания. Музей окружен садом, там выставлено большое количество артефактов, связанных с погребальной практикой римского и исламского периодов. На открытом воздухе также выставлены экспонаты, связанные с сельскохозяйственной деятельностью римлян, рассказывающие, например, о методах добычи нефти, применяющихся в Древнем Средиземноморье. На территории музея у всех деревьев есть таблички с названием вида и гуляют павлины.
Археологический музей Аланьи был основан в 1967 году. На момент открытия его экспонаты были предоставлены Музеем анатолийских цивилизаций, располагающимся в Анкаре. Они относились к периодам раннего бронзового века – Урартскому, Фригийскому и Лидийскому. Предметы, найденные при раскопках в киликийском Лаэрте, были подарены музею. Впоследствии собрание музея пополнилось артефактами, относящимися к эллинистическому, римскому и византийскому периодам в истории Малой Азии. Артефакты и руины были привезены с разных районов Турции. Для посетителей есть туалет. Археологический музей имеет два отдела – археологический и этнографический. В музее хранится множество керамических, мраморных, бронзовых и стеклянных изделий и мозаик, относящихся к эллинистическому, римскому и византийскому периодам. В музее представлено множество экспонатов, связанных с навигацией, таких как модель корабля, нагруженного амфорами, найденными на дне Средиземного моря, которые использовались для транспортировки нефти, а также бронзовая емкость, украшенная скульптурой мифического Пегаса. В центральном зале, посвященном античной эпохе, выставлена надпись на камне серого цвета на финикийском языке, датируемая 625 годом до нашей эры. Также в экспозиции музея широко представлено традиционное искусство юрюков Аланьи. Отдельная экспозиция включает в себя эпиграфику и декоративные артефакты из православной церкви Святого Георгия в Аланьи. Кроме этого, в музее представлены предметы быта, украшения, монеты, статуи и мозаики. Одним из самых примечательных артефактов в собрании музея является бронзовая статуя Геркулеса II века, высота которой составляет 52 сантиметра. Музей, основанный в 1967 году, подвергся реставрации в 2012 году.
К наиболее примечательным экспонатам из коллекции музея можно отнести монеты периода 700-500, а также письмо из 46 строк, написанное римским императором Септимеем Севером гражданам Сиедры с выражением благодарности. На этом наше приключение не заканчивается, впереди у нас новые выпуски. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!